Сегодня хочу немножко разобраться с электрикой в гостиной, сделать розетку новую и подключить выключатель для света, потому что так как я сносил стенку, я отрубил свет в гостиной и вечерами я сижу здесь в темноте. Какой у меня план? У меня есть сверху разводная коробка, я хочу от нее пустить выключатель через стенку вот примерно здесь, на уровне всех остальных выключателей в доме, и ниже сделать розетку. Хочу попробовать проложить внутреннюю коммуникацию, пропилить болгаркой выпил и, собственно, проложить гофру с электричеством. В доме нормальная электрика, провода хорошие, но розеток очень мало. В среднем на каждую комнату приходится одна розетка. В гостиной их было две. Сейчас осталась только одна, которой все подключено. Я на самом деле долго думал, хочу ли я делать внутреннюю проводку. И остановился на том, что это очень-очень пыльно. Но там, где есть возможность сделать небольшой пропил по расстоянию, я его буду делать. Вот сегодня и попробую пропилить болгаркой стенку и проложить там проводку. Я еще тот электрик. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, для начала, конечно, нужно здесь убраться, накрыть всю мебель, завешать все проходы мокрой тряпкой для того, чтобы пыль не оседала. Ну и попробую сегодня к болгарке приклеить скотчем пылесос. Ладно, сейчас пойду схожу на мусорку, найду каких-нибудь там тряпок и буду занавешивать. После демонтажа стен я понял, что разная пленка, даже если занавесить проходы, двери, мебель, все равно огромное количество вот этой строительной пыли оседает на поверхности. Ну и надо чем-то это занавешивать. Я вспомнил, что у меня есть вот такой прекрасный склад всего на свете. И там огромное количество ткани. Я думаю, что все эти простыни, одеяла можно намочить, все проходы завесить, застелить. И в целом, мне кажется, это должно помочь, чтобы хоть как-то немножечко строительную пыль убрать. Поэтому сейчас найду то, что я хотел. Я уже порылся и нашел то, что хотел. Более того, с запасом там этого много. Пойдемте вообще покажу вам, что у меня там находится, потому что вы еще этого не видели. В общем, вот. Это такая вымышленная мусорка в одном из сараев, куда я складирую весь мусор для вывоза, который был найден и в старом доме, и в более новом доме, и разный металл, и прочее. В общем, давайте пойдемте посмотрим, что вообще здесь есть. Про разный мусор не буду рассказывать, но здесь есть тут предметы красоты и искусства. Вот вышивка гладью, например. Вот как раз-таки те самые тряпки, простыни, скатерти, которые я буду использовать для того, чтобы избавляться от строительной пыли. Но вообще, конечно, такого добра очень много. Вот все те мешки черные, не только черные, в них вся ткань. Огромное количество ткани было в сундуках. Ее пытались спасти от... кто там в шкафу у нас ползает и одежду уменьшают? Калории? Ладно, это шутка была. Эти, как их там зовут? Моль. Пахнет нафталином, да, то есть, видимо, нафталиновые шарики использовали. И как раз-таки, когда я только заехал в дом, когда я его покупал, пахло вот старостью, я бы назвал это так. Поэтому, когда я вынес всю ткань и все, что могло впитать в себя тот самый запах, стало сильно лучше. Вот, теперь это все хранится здесь, и как хорошо, что я еще не заказал уборку и вывоз мусора, контейнер, потому что здесь я могу теперь порыться и найти то, что мне необходимо. Огромное количество самых разнообразных пледов, подушек, тканей, матрас говорю, ковер. Вот здесь очень много всего, ну вот прям... огромное количество всего. Здесь самые разнообразные одеяла. Это вообще пакет с подушками. Вот отдельный пакет с декоративными подушками. Вот даже с вышивкой есть. Happy New Year, все дела. Вот там даже что-то красивое. Ну и как бы если... у меня все упало. Если ниже посмотреть, там пакет с простынями, с наволочками. В общем, всего очень много. Это я к чему? Это я к тому, что я молодец.
Хотя я хотел все это сразу же вывести, чтобы здесь освободить место и новый мусор складывать. Хорошо, что я этого не сделал, потому что могу теперь это использовать. Ну и, собственно, и буду использовать. Почему бы нет? Я посмотрел, вообще защитные всякие вот навесные тканевые штуки стоят, ну, там, по 20 евро. 90 сантиметров на 10 метров ткань. Зачем, если у меня ее тьма? Зачем что-то покупать, если можно использовать свое? Ну что, шалость удалась. В целом у меня получилось сделать штрабу и сделать отверстие под розетники. Где я накосячил? Я сразу это понимаю. И более того, когда я начал это делать, я сразу это понимал. Сначала, конечно же, нужно было сделать отверстие под подрозетник и только потом делать штрабу. Ну, это было очевидно. Конечно же, я дурак. Можете написать в комментариях: Костя, ты дурак, это будет нормально. Потому что, конечно же, у меня сверло съезжало, поэтому мне пришлось немножко сместить подрозетники буквально на 2 сантиметра в бок, но в целом это не выглядит как-то страшно. Я купил вот такие подрозетники, в целом они норм. Я протестировал уже с выключателем они идеально, вообще все супер, а вот с двойной розеткой он люфтит. Тут есть вот такой вот шуруп, вот здесь вот, и вот он мешает соприкосновению с розеткой. Я постараюсь что-нибудь сделать, но это странно, потому что, в общем, вот с такими все супер. Непонятно. Я попробовал проложить гофру, все супер идеально подходит. Понятное дело, что из-за того, что кирпич полый, проем, там, пропил получился гораздо больше, чем я пропиливал на самом деле, потому что перегородки кирпича ломаются так или иначе, поэтому достаточно глубокое проникновение получается. Ну, ничего страшного, я все равно все это заделаю. Мне кажется, получилось неплохо, пыльно,
Хочу сказать, что примотанный пылесос скотчем к болгарке действительно уменьшает количество пыли примерно на 50%. Ну, я видел, что он засасывает. Это хорошо, буду дальше так пользоваться. В целом, мне понравилось. Какой план на сегодня? План на сегодня такой: проложить электрику, но не заделывать ее еще. Просто проложить, протестировать, что все работает. Дальше найти все трещинки, которые я хочу заделать в гостиной, и потом уже за раз развести раствор и все это запечатать. Ну, перед тем, как прокладывать все провода через гофру, я решил провести эксперимент. Вообще попробовать подсоединить выключатель. Вот у меня так мило он висит. Я собрал выключатель. Сверху подключил две нейтрали. Снизу подключил фазу. Я могу ошибаться с терминами сейчас. Вы, главное, понимаете, что я сделал. Но какая-то есть проблемка. Потому что одна лампочка только горит. Хотя с другим выключателем попробовал, было все нормально. То есть смотрите. Не горит, оп, и горит только вот эта лампочка, а вот эта лампочка не горит. Что-то я делаю неправильно. Хотя вот со старым выключателем я пробовал, все получилось, но тут гораздо все проще. Тут две нейтрали, одна фаза, и как бы никаких проблем нет. А этот выключатель какой-то замудренный. Столько разъемов, что я сейчас буду узнавать. Так, вы сейчас скажете, что я вообще дурачок и ничего не шарю. Я сбегал к электросчетчику раз 10 уже, а он у меня, между прочим, находится в нижнем доме, в подвале, где винодельня. Я весь мокрый, как не знаю кто. Я намучился с этим выключателем, и если традиционно фаза подается в одно место, а выходы на люстры просто из двух разных мест, то с этим выключателем не так все просто. Здесь миллион входов и выходов, и у меня то работает одна, то попеременно, то вместе не работает, но можно выключателями включать каждую по отдельности. Так, у меня получилось, господи! В итоге я, конечно же, возможно, сделал какую-то херню, но я почитал в интернете, посмотрел миллион видео инструкций, вроде так можно. Главное, что все работает. Сейчас все покажу. Вот что получилось. Фаза у меня приходит на 4, и она же уходит на 2 вот переходничком таким. И выходы 6 и 4. Так, ну давайте я просто их включу и дальше уже покажу вам, что свет есть. Вот, раз свет. Я 2 включил, давайте сейчас его выключу. Оп, свет пропал. А вот этот включен клавиша. И там горит свет. Аве Мария. Фух. Ну, осталось проложить розетку, попробовать, чтобы она работала. Но с розеткой, благо, все просто. А еще, мне кажется, я перебдел. Да. Я перебдел, я купил провода на 2,5 миллиметра. И мне кажется, они, ну, может быть, на розетке норм, но на выключателе, конечно, я перебдел. Надо было брать тоньше. Но, слушайте, лучше, чем хуже. Вот.
Я установил два подрозетника, розетку, и, честно, мне не очень нравится, что получается. Как-то кустарно, я бы сказал. И получается так, что в первую часть вот здесь нужно проложить аж 5 проводов. 2 из которых идут вниз к розетке и 3 выключателю. Потому что он двухклавишный, напоминаю. 5 проводов в ту гофру, которую я купил, не помещаются. Ну, точнее как, они помещаются, но очень и очень плотно. И у меня есть переживание, что они могут начать греться. Поэтому здесь я пока проложил без гофры. Закажу более широкую, проложу ее. Ну, вообще у меня есть сомнения насчет этих подрозетников. А можно ли так? Но в целом, я сейчас попробую. Надеюсь, это будет работать. Посмотрим, как это будет себя вести. Напоминаю, что сейчас я заделывать штрабу не собираюсь. В любом случае, я жду новую гофру. Да, и заделывать ее буду уже вместе со всеми доработками, когда потребуется все шпаклевать, штукатурить и вот это вот все. Да уж, конечно, здесь вообще жесть. Ну что, чудо-электрик Константин сделал проводку. Ну, в смысле, довел ее до работающего состояния. Не до готового, а до работающего. Выключатель, ниже розетка, потом покажу. Тестируем. Здесь у вас должен загореться примерно какой-то свет. О, вы видели. И там второй должен загореться, он за ширмой. Раз. Два. Работает. Так, в розетку я включил пылесос. Давайте тестировать. Вы должны услышать гуденье. Аве Мария. Все работает. Блин, это заняло гораздо больше времени, чем я думал. Но самое главное, что это работает. Сейчас выдохну и поделюсь своими мыслями. Давайте я резюмирую вообще свои мысли относительно вот этого вот всего. В целом, штрабление и проводка внутри стены, сам процесс прошел нормально. Но прокладывать провода через гофру, вот там вот в подрозетнике это все как-то складывать, ну блин, это, конечно, отняло у меня несколько нервных клеток и пару десятков седых волос мне точно подкинуло. Ну ладно. В чем были мои ошибки, я уже сказал. Я купил слишком толстое сечение проводов, я перебдел, купил 2,5, можно было брать спокойно 1,5. И гофру я взял тонкую, в плане диаметра, да, для 2-3 проводов супер, больше уже туда не запихнуть, а если и запихнуть, то есть опасения, что будет нагреваться. Что я думаю делать дальше вообще в доме? В целом, той проводки, тех розеток и тех выключателей света, которые есть в доме, мне достаточно, за исключением некоторых комнат. Если я хочу просто размножить розетки, да, допустим, вот уже есть вывод к розетке, и мне нужно там еще добавить 2 рядом, ну, к примеру, у прикроватных тумбочек, то я буду делать штрабу, как здесь, там, не знаю, 50 сантиметров вправо, 50 сантиметров влево, это несложно. Но если мне нужно вести это через пол комнаты, к примеру, через всю гостиную, нет. Штрабить я точно ничего не собираюсь. Либо буду пускать внешнюю проводку в данном случае, либо прятать за плинтус. Благо, такие в Португалии тоже есть.
В общем, пока оставляю это вот так. Это работает. Супер. Меня устраивает. Дальше уже запихну эти провода в новую гофру. Все зацементирую. И будет готово к покраске. Супер! Мне приехала новая гофра пошире. И провод меньшим сечением на выключатель, на 1,5. Не нужен на 2,5 здесь, поэтому сейчас выключил уже свет, электричество, уберу эти провода, проложу новую гофру и все подсоединю в разводную коробку. Ну, сейчас здесь, конечно, полнейшая жесть с точки зрения проводов. Вот там, где у меня были двойные просто клеммы, я сделал, а вот на 5 и более проводов у меня, конечно же, нет. Буду с этим что-то думать. Пока выглядит вот так. И здесь дальше идет к выключателю и внизу к розетке. Ну, давайте тестировать. О, свет есть.